Конечно. Всем привет! Или селям, как говорят в Турции. Сегодня я приглашаю вас совершить вместе со мной пешую прогулку по старому городу, расположенному на историческом полуострове мегаполиса Стамбул, между Мраморным морем, Босфором и бухтой Золотой Рог. Оставив наш автомобиль на платной автостоянке в Чатлады-Капы, мы направляемся к площади Султан Ахмед или площади Ипподром. Это главная площадь Стамбула, расположенная в историческом центре города, в микрорайоне Султан Ахмед, района Фатих. По пути нам встречается стена Свиндон, дошедшая до нашего времени часть исторического ипподрома. Площадь Ипподром – это одна из древнейших достопримечательностей не только Турции, но и всего мира. Греческое название «ипподром» восходит еще к векам Византийской империи. На этой площади в центре города происходили лошадиные бега. Из множества скульптур, колонн и обелисков, привезенных императорами Восточной Римской империи из разных уголков мира, до нашего времени сохранились лишь 3 колонны. Первая из них – это обелиск Константина. Когда и кем был воздвигнут обелиск, доподлинно неизвестно. Большинство ученых склоняются к IV-V веку. Наверняка известно только одно – в X веке он уже стоял на Константинопольском ипподроме. Змеевидная колонна была привезена из Греции в 326 году по желанию императора Константина Великого. Сооружение было символом победы греческих городов-государств над персами и было выполнено в виде 3 переплетенных змей. Колонна, отлитая из бронзового оружия погибших врагов, была увенчана золотой чашей, но чаша была утеряна еще в античные времена. А вот и обелиск Феодосия. Он считается самым старым сооружением Стамбула. Его возраст оценивают XVI веком до нашей эры. Обелиск Феодосия также известен как египетский обелиск и представляет собой монолит из бело-розового гранита. Свое название он получил, так как был привезен по приказу Феодосия из египетского города. Обелиск установлен на мраморном постаменте с изображением различных сцен с участием императора. 4-гранный монолит расписан египетскими иероглифами. После осмотра обелисков мы направляемся к одному из нескольких входов в мечеть Султан Ахмед, или, как ее называют туристы всего мира, Голубую мечеть. Сразу же после входа мое внимание привлекает старое огромное дерево. Оно очень большое и прекрасное. Я не знаю, сколько ему лет, но явно оно видело много поколений приходящих сюда верующих людей. Заходить в саму мечеть мы не стали из-за внутренних и внешних реставрационных работ. Ну и также я не советую посещать это место в послеобеденное время из-за большого наплыва туристов. Но если вы все же решитесь, то помните, что все посетители мечети должны быть в одежде, закрывающей колени и плечи. При необходимости на входе выдаются платки и длинные юбки. Также вход в любую мечеть возможен лишь босиком, так что вам придется взять свою обувь с собой в пакетике.
Кстати, голубая мечеть действительно голубая внутри, так как при ее строительстве было использовано просто огромное количество изразцов ручной работы белого и голубого цвета. После мечети Султан Ахмед мы отправляемся к стоящей прямо напротив нее ее старшей сестре, святой Айя Софии. По пути нам встречается строение, история которого насчитывает около 450 лет. Это Хюррем Султан Хамамы. Или Бани Роксоланы, всем известной любимой жены султана Сулеймана Великолепного. Во времена Османской империи в каждом районе Стамбула был хамам с горячими и холодными ваннами, фонтанами, мраморными купальнями. В неделю выделяли несколько дней, когда они были открыты исключительно для женщин. Отличительная черта же банного комплекса Роксоланы – его разделение на мужскую и женскую половины. Такое решение архитектора было инновационным, так как прежде представительницы прекрасного пола посещали хамам только по женским дням. Так постепенно мы доходим до собора Премудрости Божией Айя София, который был построен 15 веков назад по приказу византийского императора Юстиниана. То есть этот уникальный архитектурный комплекс более чем на 1000 лет старше голубой мечети. Почти 1000 лет храм был главной святыней христиан. А после завоевания Константинополя в 1453 году на 500 лет стал мечетью. Следующие 86 лет собор носил статус музея, но вот уже больше года он снова носит статус мечети, и вход туда разрешен и бесплатен, но попасть туда можно только отстояв на жаре многочасовую очередь. Поэтому мы, посмотрев на этот уникальный архитектурный комплекс снаружи, отправляемся по нашему маршруту дальше. По улице Алемдар Джаддеси мы спускаемся к входу в исторический городской парк Гюльхане. По пути нам встречаются Дондурмаджи. Это известные на весь мир своим шоу продавцы мороженого. Как бы вы ни старались поймать свое лакомство, они никогда просто так не отдадут вам хрустящий стаканчик с мороженым, пока не пошутят и не рассмешат вас. А также всевозможные маленькие магазинчики с антиквариатом, ковровыми изделиями, кожей, керамикой, текстилем, пряностями, ну и, конечно же, мелкими сувенирами. Парк Гюльхане – самый старинный, большой и уникальный стамбульский парк, который находится рядом с дворцом Топкапы на прилегающей к нему территории. У центрального входа в парк лежит огромная гранитная книга-фонтан, которая как бы перелистывается водяной струей, а на развернутой странице по-турецки и по-английски высечены слова приветствия гостям парка. Гюльхане представляет собой одну широкую аллею, к которой прилегают многочисленные дорожки. Здесь есть бассейны, фонтаны, водоемы с мостиками, детские площадки, места для пикников, а также различные кафе и магазинчики. Во времена правления османских султанов на месте парка Гюльхане были расположены внешние дворцовые сады Топкапы. Прогуливаться и проводить время здесь разрешалось только самому султану и его гарему. Так как территория парка очень большая, и мы до этого совершили немаленькую пешую прогулку, мы решаем, по примеру местных жителей, отдохнуть от изнуряющей жары в тени больших деревьев.
Это в основном платаны, вязы, дубы. Здесь их насчитывают около 2000. Весной здесь вьют гнезда и откладывают яйца аисты. Обитателями также являются зеленые попугаи, синицы, воробьи. Иногда можно увидеть и белок. Немного отдохнув, мы направляемся к выходу из парка, который приведет нас на мыс Сарай-Бурну, разделяющий залив Золотой Рог и Мраморное море. Мраморное море разделяет Турцию на европейскую и малоазиатскую части. С Эгейским морем оно соединяется через пролив Дарданеллы, а с Черным морем благодаря проливу Босфор. Мраморное море считается самым маленьким среди всех существующих на планете морей. Примечательно, что даже в холодное время года температура воды не опускается ниже 8 градусов. Свое название море берет от древнегреческого наименования острова Мармара, которое в переводе означало «светлый камень». Именно в этом месте жители Древнего Рима более 1500 лет назад обнаружили удивительный камень. На протяжении долгого периода развития люди добывали на острове мрамор, гранит для строительства дворцов, саркофагов, постаментов. Стоит отметить, что аналогичного по качеству и своим характеристикам камня не существует больше нигде в мире. Наша прогулка по историческому полуострову движется к завершению по набережной Кеннеди. Большая часть улицы Кеннеди пролегает вдоль константинопольских стен по берегу Мраморного моря. На выходные погреться на теплых камушках сюда стекаются туристы и местные жители. Это место, как и сам город, привлекает и влюбляет в себя. Сюда хочется возвращаться вновь и вновь. Ну а я благодарю моих родных и близких, а также вас, мои дорогие друзья, за то, что были со мной в этом маленьком стамбульском приключении. А в следующем влоге я приглашаю вас посетить мечеть Эюп Султан Джами, а также одну из лучших смотровых площадок и историческое кафе Пьер Лотти. До встречи, друзья, или, как говорят в Турции, görüşmek üzere.